Короче, суть в том, что наше чудо под названием Skyline R34 на LS7 сегодня в крайнем заезде его Казанцева, когда он гонялся с Дамиром и, как бы честно, проиграл ему, рыгнул нахуй мотором. Просто паркуется и просто льется масло с мотора со всех фитингов, со всех щелей, со всех сальничков, откуда только возможно. Мы понимаем, что мотор сдох. Ищем другой мотор. Ищем другой мотор, да. Потом лезем туда, чтобы убедиться, что ему пиздец, потому что по всем как бы первичным признакам это либо прогар поршня, либо развалился поршень. Ну, в общем, что-то там начало происходить. Скрутили свечи, залезли туда эндоскопом, посмотрели, что там пиздец какие задиры, а еще увидели, что поршня все это время доставали до башки. Вот такая вот история. Короче, что вообще происходит? Было принято решение поехать в Петербург, потому что в Петербурге лежит мотор, который нам как раз таки нужен. Посмотрим сначала, потом заберем и в сервисе у Перепела, то бишь в факторе, соберем машину, поменяем мотор, устраним еще косяки, которые там есть уже в данный момент выявлены, и топнем уже, видимо, прямо с Питера в Нижний Новгород. Ехать нам еще 2 сотки, мчим. Есть что тебе сказать вообще? Мы в Питере, тут даже какой-то воздух культурный, что ли. Че, походу мы идем в гости к Перепелу в факторе. Как тебе машина через ДВ заезжает? Сейчас посмотрим, что у них там. Слышь, а мы тут машину завтра вставляем, там точно морда Торкет-босса не появится. Ауф. Вот это нормальная техника. Закрывайте портал, дует, бля. О, тема она. Перепел! Вы дырку забыли в моторном щите сделать. Правый руль в левый переделывать и вандалы. Слушайте, ну по видосам я думал, что у них тут побольше места реально. Так, ну что, мы по-прежнему живы, как обычно, не выспались. Питер встречает нас типичной, насколько я понимаю, своей погодой, то бишь дождем. Едем смотреть мотор. Если все хорошо, то надеюсь, что мы его заберем и уже приступим к ремонту нашего автомобиля, чтобы успеть ко второму этапу. Тем временем в Питере идет снег уже, а не дождь. Чтобы было понятно, насколько ситуация критична, это Никита одел робу. Это уже значит все, код красный. Значит, мы реально в дерьме. У нас тут подъехала моральная поддержка в виде Сереги. У нас тут очень долгий процесс идет, помимо того, что надо все разобрать, нужно все изучить еще, как тут все устроено, чтобы в дальнейшем можно было в случае чего это быстро починить и сразу задефектовать, если что-то идет не так. Ребята из фактори помогают. Сегодня надо по-любому снять мотор, и надо будет снять с него шпильки ГБЦ. То есть по факту я думаю, что гостишку-то можно Никитоса не снимать. Питер класс, Питер весело. Но, к сожалению, познать пока мы его не можем, потому что нам надо собирать машину. В общем, что начали разбирать мотор, скинули головки с него. В принципе, там ничего критичного не обнаружено. Столкнулись с проблемой с такой, что у нас мотор с каждым днем все сильнее и сильнее падал на рейку. В конце концов совсем упал, выгнуло опоры. Плюс там разбило дырки, они стали овальные, и он просто опустился на рейку. Вот такие вот моменты, это я вообще уже как бы даже на них внимания особо-то и не обращаю, если честно. Что мы имеем по блоку? Диаметр гильз. Изначально вообще это блок 6,2, не 7 литров. Здесь выточены гильзы в размер 7-го ЛС, то есть 7-литрового, тут 104, 70 там с копейками. Поршни мы сейчас померить не можем. Далее, прокладки стоят от 6,2, то есть от этого блока. Вот такой тут есть момент, ступенька. Бог с ним. Смотрим, какой у нас получается недоход поршня в принципе. Плюс поршни должны быть на ЛС моторе с вытеснителями под степень сжатия. Здесь они с лужей, ну как бы с небольшой, но с лужей. Вот клапана бились по поршням. Это как бы тоже бог с ним. Сейчас я вам покажу самое интересное. Смотрим 6,2, то есть это 3-й ЛС. Давай посмотрим, что происходит с поршнями у нас. Вон прям торчит кольцо, вон прям торчит замок. Чуть ли не на всю толщину кольца, ширину. Вон видно, прям замок торчит. Короче, это просто дичь. Под расширение тепловой зазор выбран. Кайф. Старый мотор весь разобран.
частично дефектован. И, в принципе, понятно, что в кратчайшие сроки тут собирать особо нечего. То есть, по факту, это просто мусор теперь. Ну, это можно будет починить, но не сейчас. Что, собственно, у нас сейчас происходит? Поменяли балку, поставили балку от форварда, потому что та балка вайсваб, на которой стояла на этой машине, была кривая. И плюсом имела вот такие вот овальные отверстия. То есть, из чего можно сделать вывод, что при нагрузке это все как бы вот так вот гуляло. И плюсом сама балка, жесткости нет, она гнулась. Варим новые антифризные магистрали алюминиевые, приводим туда, где они должны были быть. Мотор нам доделывают, ставят на него шпильки RP, головки, прикручивают поддон, закрывают головками, и думаю, завтра он будет у нас. Очень долго спорили и решили все-таки оставлять сухой картер, еще раз попробовать его. Ну, то есть мы будем менять все магистрали, точно так же на магистрали увеличенного диаметра, потому что те маленькие. Далее придется поменять насос сухого картера, потому что этому как бы конец. Не хочу сейчас его разбирать, но вот там вот внутри в корпусе прям видно, как из-за, видимо, кривизны вала шестеренки задевают корпус насоса, поэтому сейчас будем покупать новый насос сухого картера и еще раз попробуем его взбодрить. Если это не получится, то будем переходить на классический поддон с противоотливами. Мы находимся в гараже у Виталия. Это основатель физики рейсинг. Истоки реально правильного тюнинга в России, скажем так. Мы приехали сюда, чтобы забирать мотор, который мы купили у Славы. А собирал ему, естественно, Виталик, как и всегда. В общем, это LS7 на правильном тюнинге. Все, что нам надо было. Спасибо огромное всем, кто помог в этом, потому что это было нереально найти LS7 новый, свежесобранный в России на правильном тюнинге. Просто его там Перепел стоит на заднем фоне, улыбается, потому что он знает, насколько он красавчик, потому что это в принципе было невыполнимо. Ну а мы здесь забираем сейчас мотор, везем его в фактори и упаковываем в наш Skyline наконец-таки. С кучей переделок, чтобы С кучей переделок, да. По нормальным рекомендациям. Да. К нам приехал наш новый друг, и это не про тебя. 7-й ЛС. Настоящий 7-й Настоящий, блядь. Новый двигатель, новый, с коробки. И после этого разобранный, весь проверенный и собранный сначала. Вот он, красавец. Новый. Даже лучше, чем новый, получается. Что ты говоришь? Я отвечаю, жизнь после этого разделится на до и после. Мы подумали, и Перепел решил, что надо сразу порезать тоннель. Тут уже все взорвали. Сейчас будут проходить оперативные мероприятия. Это, блядь, чисто питерский стиль, я тебе отвечаю. В общем, что, мы близимся уже к финишной прямой потихой. Уже перелопатили тут всю машину. И Благодаря вот этому кинтишке забитому. за неделю, блядь, найдено все, что надо. Вы посмотрите, что сделал вообще вот этот человек, блядь. Он, ну, привез серый нам фитинг 90-х. Не черный, а серый, блядь. Это, ну, типа, мы ему на флампе отзыв нахуярим говенный. Где? На флампе. Что мы имеем? У нас новый мотор. У нас новый механический дроссель большой. У нас новые коллектора. У нас новая частично топливная система. То есть у нас сейчас подачу две рампы, да. Переделаем подачу, и все будет вообще чики-пуки. У нас новая
охлаждение увеличенного диаметра, потому что были тонковаты, и нам показалось, что как только будет больше, чем минус 30, оно все начнет греться. Вот тут две новые масляные трубки, тоже увеличенного диаметра подача. Дальше, разумеется, новый радиатор масляный, потому что если у вас кончается мотор на масляном радиаторе, ребята, меняйте радиатор масляный, пожалуйста, даже если он за 35 косарей, потому что его не промыть, и все говно, которое осталось, стружка и тому подобное, вылетело с мотора, остается в радиаторе и потом залетает к вам в новый мотор. Это очень важный момент. Если у вас нет нового кулька, но надо срочно ехать и поставить другой мотор, то просто убирайте кулек, едьте без кулька. Это будет гораздо лучше, чем кончить новый мотор. У нас новый насос сухого картера. У нас новый хороший фильтр тут стоит, классный. Не проточный, который многоразовый, который вы в комментариях написали, что это топливный. Нет, теперь тут настоящий спортивный гоночный масляный фильтр. Ну, короче, очень много всего тут на самом деле уже сделано. Лапы. Раньше у нас мотор висел на лапах Tuning Factory, на лонжероны. Во-первых, так нельзя делать, потому что он продавливает блок. На алюминиевом блоке нельзя, на чугуне можно. Да, а во-вторых, там, короче, эти лапы были старые, у них выпадывали солинблоки и тому подобное. А их уже нет тут. Вот, сварили новые вот такие вот лапы, поставили балку от Форера. Там была вейсвабная старая, которая вся гнулась, и, короче, нам она очень не нравилась. По факту с таким же переносом, но просто она новая и не получавшая, не видевшая 3 раза стапель минимум. С коробкой можно обниматься теперь. Да, подожди, сейчас я все расскажу. Сделали новые вот такие вот кастомные щечки, чтобы не слетал ремень. Далее вот эти щечки вообще лучше в Питере. Новый туннель тут сварили, вот такой большой. Я теперь туда могу с ноги сцепление прокачивать просто. Вот так вот туда засовывать и тому подобное. Саня сейчас делает трос газа. Был электродроссель, нам он очень не нравился, потому что Санек любит все аналоговое. А механически он хочет нажать, и чтобы оно тут все поехало, заработало, чтобы не было много, да, пинга никого не было. Сейчас приделаем сюда трос. В салоне вот так вот выглядит туннель новый, большой. Сейчас реально будет удобно снимать коробку. Саня сейчас подключает тросик, и можно будет поставить панель обратно. По низу, в принципе, особо ничего не изменилось, просто все проверили, подключили. На бидоне переварили тоже подан 16 увеличенного диаметра вход и выход с бидона. В принципе, в остальном как бы остается точно так же. Но, разумеется, поменяли все шланги вообще на масло, которые только были в машине. Вон там целое ведро этих шлангов. Собрали абсолютно с нуля новую кастомную, новую масляную систему, потому что мотор новый, и надо, чтобы по-любому все это работало. Все-таки сбылась мечта идиота, и у нас появился вкус. Ну что, походу мы близимся к пробному запуску первому. У тебя сердце выпало. Да блядь, вы что кончите? Дайте попить, пожалуйста. Уже хоть вкусные были. Ништяк. Блять, там на комп не попало? Давай. Что-то не работает? Ну все, чё, классно, погнали бухать. Форса норм? Ну, пока уже нет, так все давление здесь. только отсюда каплю. То есть то, что сделал я, нормально, да? Что вот этот? Все, он запустился, не стучит, можно ехать домой. В общем, веду в курс дела. У нас появился мех-дроссель, уже с тюн-впуском. Сейчас Гришаня прокинул нам новую проводку на датчик холостого хода. Так как Гриша, в принципе, приложил руку к нашему автомобилю, за что ему большое спасибо. На бортах нашего автомобиля появились его наклейки. Мы решили, в принципе, заклеивать машину всеми теми, кто нам помогал в течение этого сезона. То есть где-то здесь будет фактор еще, и дальше. Там наклейки всех, кто нам будет помогать. Гриша пытается настроить датчик холостого, чтобы машина наконец поймала холостой ход, потому что до этого на электродросселе. Холостой ход реализуется тем, что он просто автоматически приоткрывает дроссель насколько-то, и машина ловит холостой и работает. В случае с механическим дросселем это не очень работает, поэтому там установлен датчик холостого. И сейчас Гриша пытается его настроить. Время 5 утра. Пора бы уже и домой, но мы не едем. Сон для слабаков. Тут у нас группа поддержки, чтобы нам не было скучно. Тут все приезжают из жалости к нам, поддерживают нас. Завтра с утра у нас будет
удаленная настройка для того, чтобы запустить мотор и обкатать его от Алексея Бригиневича. Сейчас главное поймать холостой, и можно ехать спать, и завтра с утра пораньше ехать сюда. Ну вот, а ты говорил, что не умеешь. Все ты умеешь, так, просто скромничает. Блин, ну работает лайба. Даже по звуку выхлопа сейчас слышно, что он уже лучше работает. Ну что, вот машина покинула бокс своим ходом. Вчера заехали на стенде, поднастроили ее, грубо говоря, залили обкаточную программу лайтовую. Сейчас поедем на культуру обкатывать тачку, ну и смотреть, что вообще с ней происходит. Но она ездит сама, и это кайф. Приехали на культуру заноса, можно приступать к обкатке. Забавно выглядит Skyline на фоне всех этих стритух и тому подобного. Короче, я ни на что не намекаю, но ты как-то на общем фоне слишком по-сиафански выглядишь. Что-то здесь явно не то, блин. Приехали мы в детейлинг питерский, готовить тачку к этапу, чтобы все было чин-чинарем, чистенько. По внешке особо убиваться не будем, потому что пока мы едем, все равно она засрется. Отмыть здесь все в багажнике, отмыть всю подвеску, потому что после МРВ тут есть вот такие вот всякие моментики. Все это нужно будет отмыть, чтобы тачка как новая была. Держать спортивную технику вот в таком состоянии, это как бы никуда не годится. Тачка просто блестит, все четко. Ну, в общем, Skyline загружен, спринтер загружен. Сейчас надо пацанов хот-догами загрузить еще. И выдвигаемся в Москву. Питер, видимо, до скорых встреч. В принципе, мы сейчас на 90% боевой готовности. 10% чисто в туалет сходить. Чисто настроить тачку. Пошел дождь, нужно ускоряться. В принципе, все привязано. И кайф. Что, ты готов? В общем, мы добрались до Москвы. На стенд заехали конкретно адлерские пацаны и настраивать мотор не хотят, пока у них не будут работать стробоскопами. Реально же лучший настройщик. Смотрите, какую красоту. Вот это четко. Я рекомендую просто. Но теперь можно и мотор настроить, если получится. Если не получится, бог с ним как бы. Что, как дела у тебя? Я что, как? Заебись. Ну, в общем, что, наши старания прошли не зря. 640 моторных сил получилось, 740 момента, ну, то есть колесных. А можно колесные посмотреть? 552 колесные лошадиные силы, было 440. То есть, по факту, мы нашли 110 колесных сил, как бы с атмосферного мотора, но это не так просто, поэтому я считаю, что это успех. Я вас поздравляю, товарищ. Это маленькая победа. Не зря мы... За 2 недели, братан. Да, занимались сегодня говном. Ништяк. Видимо, борьба будет навязана.
Ну вот мы добрались до Новгорода, практически без происшествий. На этом этапе мы посмотрели, что будет дождь, решили, короче, голову не делать и остановиться в боксе с Никитой Фетисовым на пару. Палатка будет стоять, но в случае каких-то ремонтов валяться под дождем как бы не очень классно, поэтому у нас будет бокс на этом этапе. Сейчас разгружаем машину, частично разгружаем спринтер и едем отдыхать. Так, короче, что происходит? Это... Иглы, бля. Да тише, заебался. Так, эти голубки пошли в отдельный номер. Короче, это трип по странным гостишкам, он продолжается. Тут какие-то катакомбы, какие-то голые мужики сидят. А у нас есть голые мужики? Ну только Макс. Здорово, Джейби. Ну, братик, как ты? Да, в душе, тебя ты добра. Блядь, что? Вот это спальня, Да. а вот это ванна. Ну да ладно. Четко. Что первый голенький идет? И типа больше нет? Не, есть, ну конечно, душевая есть. Ну, как бы, О, вот с этим другом я сейчас подружусь. Почему нам так фартит? Объясни мне, пожалуйста, как это работает? Блять, в любом городе страны мы можем найти какой-то отель с бледюшником, который запланирован под бледюшник. Как это, блять? В общем, если вам нужен адресок в Богородске, мы скинем. Сауна при этом есть, чувак. Типа, это, наверное, просто была сауна, Да. а здесь не должны были быть кровати, Ну, понял? да. Типа, Здесь была сауна, типа ты здесь быстренько зашел, охладился, и быстренько прыгнул, а здесь стол, стулья там. пиздец. Ладно, похуй. Комиссия пройдена успешно. Было небольшое замечание, но это мы просто не уследили, когда прокидывали новые провода через моторный щит. Не заделали одну дырку. Вот, но сейчас все это быстро исправили. Техкомиссия пройдена, по факту получилось. Сейчас подкидываем новые колеса и едем дальше тренироваться. Поехали с Никитой Фетисовым, что-то у них там произошло. Вылетело стекло, выбили, порог загнуло. Ну типа удар походу был достаточно сильный, печально. Сейчас будем чинить, пытаться найти стекло. Если не найдем стекло, придется искать поликарбонат и резать. Печально, но я думаю починим, каркас целый, в принципе ничего страшного. У Никитоса все более печально. Балка, рейка, стойка, рычаг.
тяга рулевая. В общем, чинимся и топим дальше. В общем, первый день тренировок подошел к концу. В принципе, по тачке вообще все четко. По маслу ништяк, по мотору все отлично. По рулению, ну, на 4. В принципе, реально все классно. Все, что делали вот сейчас в Питере перед этапом, все прям получилось очень круто, все классно работает. Все без вопросов по машине. Вот единственное, вот есть вот такой моментик. Но, в принципе, тут более-менее подлатали, ничего страшного. Сейчас нам привезут стекло. С Москвы его, по-моему, должны привезти. И все будет классно. Проверяем тачку, готовим к завтрашнему дню. Плюсом Макс сейчас меняет редуктор. Стоял 4.1, будет стоять 4.3. Блокировка, разумеется. Я подкину помягче пружины на морду, потому что хочется. Есть ощущение, что с более мягкими пружинами все это будет лучше работать. А эта наклейка здесь останется? Это же символизирует нас. Мы же биомусор, блядь. Мы намутили стекло в Нижнем Новгороде, за что спасибо гараж Drift Team огромнейшее. Ну, дали нам его, естественно, временно, его сняли с рабочей машины, для того, чтобы мы хоть как-то поехали этап, потому что у Сани открытый шлем, и все это дело как бы вот нельзя использовать без стекол. Дима Мохов привез нам оргстекло. Саня сейчас его разметил, вырезал по форме и греет, чтобы оно приняло форму стандартного стекла. Вчера заварили подрамник, в принципе, все ездит, все четко. Нашли еще трещины, сразу их заварили до кучи. С каждым днем, сколько мы работаем с этой машиной, она становится все лучше и лучше, и косяков становится все меньше и меньше, и это радует. Она сейчас реально валит, она сейчас реально хорошо управляется. Санек уже конкретно начинает вкатываться в эту тачку, и это не может не радовать. Так что сейчас проверяем еще, что ничего не отвалилось. А то, как мы поняли, здесь это нормально, что съедешь, что-то отваливается. С днем рождения! Я сейчас буду лысый и ушастый еще. Чего добиваетесь? Такой он сладенький, блядь. Я мужчина, блин.
Последний день тренировок подошел к концу. Тачка к завтрашней квалификации полностью готова. Вопросов, в принципе, не имеем. Все проверили, протянули. Но без этого никуда, это неизбежно. Все валит, все рулится, тормозит, поворачивает. Ой, этот он красавчик. Завтра с утра приезжаем, тренируемся и квалимся. Как дела у тебя? Я хуй знает, как я оказался. Ты что тут забыл? Не знаю. Я проснулся от Sky нижний. Пиздец просто, блядь. Закинули. Я в тачке проснулся, блядь. Забыл выйти просто, блядь. 3 дня назад. Саня вон готовится к квалификации по тихой. Сейчас поедем в квалификацию, едем во второй группе. 2 попытки, как обычно. Квалифицируемся, надеемся на хороший результат. Ну и едем в топ-32 при благополучном развитии событий. Че, готов, Валя? Готовишься? Или готов? Готовишься? Ромчик сгрел? Ты сожрал кексиков уже, блядь, 2 пачки, на. Это ненормально. Я понял. Выезжал сегодня на тренировки, как тебе вообще все происходит? Все четко, в принципе. Что там желательно? Все нравится. На самом деле, понятно. Валит, рулит. Вопросов, в принципе, особо нет, насколько я Вопрос ко мне только. Это самое главное, когда спрашивать можно только с себя, а не из каких-то факторов, которые вокруг, не зависящие от тебя. Как бы. Ну все, Саня готов. Тачка готова, мчим. Ром, ты знаешь, что делать? Ты красава. Ебашь просто посыпать. Так умею. Просто, блядь, полностью. Газ по ласам. Раз, два, три, слышу. Да, сейчас. Держим кулачки за Санькана. Сидим тут, смотрим трансляшечку в лакшери условиях. У нас есть вон 17 килограммов чак-чака. Бля, мужчина. Чуть меньше агрессии на постановке, естественно. Сам все знаешь, все красиво сделал, нажал на газ, не растерялся, молодец. Дуга отлично. Перекладка чуть-чуть порезче бы на манже, чтобы встать туда, куда надо, понял? Зацепа я увидел сколько. Сама все огонь, все понял. Помню, что давление чуть возросло в колесах. Все принял. В общем, в этом клипе после манжи там реально что-то скользко. 63 балла. 63 балла получается. Спать как мало, блядь. Давай, Саня, нормально сделай, пожалуйста. Хотя бы. Восемь, 90, 85. 85, 8-5. Хорош. Прошли хвалу. В принципе, достойно. 15 место. То есть находимся
первой половине таблицы. Все хорошо, пока не очень понятно, с кем едем. Сейчас Саня выезжает на парад пилотов, мы собираем техничку и мчим в топ-32. Пожелайте удачи. Вот как-то так Тимон собственноручно выставляет машины на парад, чтобы все было ровненько, четенько, красивенько. Короче, для вас приготовили вот такие штуки, наклейки, разумеется. Вот такие карточки для автографов со Скайлайном, с Саньком, с Айдмастер, со всеми делами. Приходите, берите, Саня вам распишется, сфоткается, поулыбается, наклейку себе налепите, куда маски поулыбается. Да. Пачка конкретно так убывает. Не, ну из-за того, что тут было, как бы их реально стало гораздо меньше. Вот этих тоже достаточно убывает. Очень много народу подходит и именно респектует, в принципе, за все то, что мы делаем. Смотрят наши видео, выказывают поддержку, респект, и это очень круто. Значит, мы это все делаем не зря, и это главное. Спасибо вам. Начинается топ-32. Вот так сидят пилоты в предстарте, смотрят в прямом эфире трансляцию, смотрят, что происходит на трассе и ожидают своей очереди к заезду. Все, погнали топ-32. Очень долго нет результата. Смотрят, разбираются, в чем было дело. С камерой? Выиграл, красава. Красава? Че он там остановился почти? Он вылетел куда-то там? Он везде медленно был, да, потом там вылетел, блядь, замедлился. Вроде начал вылазить оттуда, но, блядь, темпа не было вообще. То есть, я чуть смог, типа, отработал. Красава. 132 держали победу, соответственно, вышли в топ-16. Ехали с Борисом Абрамовым, у него там вроде как первый заезд они проехали, Саша проехал хорошо, во втором заезде у него, у Бориса, вроде как случилась какая-то техническая неполадка, ну и он не смог продолжить заезд. Снова нам ударили в левую сторону, правая до сих пор вся целая, а левой стороне становится все хуже и хуже. Тут к концу этапа вообще уже ничего не останется. Придется половину Скайлайна заказать вот так вдоль распиленного. Да. В принципе, с тачкой все норм, сейчас все проверим, все протянем, посмотрим и будем готовиться к завтрашнему топ-16. Едем с Дамиром и Етулиным, опять снова точно так же, как и на МРВ. Надеюсь, сейчас удастся дать достойный бой. Классный пилот, крутой, очень стабильный, с ним можно ехать реально во всю дыру, ничего не опасаться, никаких подстав, ничего. Ждем завтра, ждем топ-16, сейчас проверяем тачку и спать. Вот все те люди, кто дошли до топ-16
Иван Никулин уже проиграл Джеку Шенахану. У нас, по-моему, 5-я пара. Кавабата и Георгий Чевчан выехали на прогрев. Все ребята стоят, смотрят, что происходит на треке. Саня готовится к выезду в топ-16. Мы после них едем? Этот был 3-я пара, да? Да. Да, уже выезжать Греция. Давай. На все бабки. Короче, первым проехал Дамир отлично, по заданию все четко, чисто, красиво. У тебя были коррекции много в начале, в дуге хорошо было. Под финальную CS-зону, конечно, подвыпал, ты подзалив чуть-чуть. Но дальше, в принципе, вернулся, но это была очень заметная такая ошибка. По машине, чё, как дела? Я ничего не услышал. Все окей. Отлично, остужаем и красава. За белой линией теряет темп. Александр Казанцев, Дамир. Браво, Дамир, вовремя прочитал эту цепь. Чё стало? Ну что, второй этап РД-GP для нас закончен. Проиграли в стадии топ-16. Снова Дамиру Венитулину, только второй раз это было в топ-32. В принципе, все классно. По машине особо каких-то кардинальных вопросов не имеется. Во втором заезде пропал держак у него почему-то, но стал меньше, чем был до этого. То ли давление сильно скакануло, то ли еще что-то, пока не поняли. И из этого, ну, в общем, по своим ошибкам проиграл. Из-за этого он вылетел на внешку в главной дуге и в конце жопа, короче, перестала держаться за асфальт. Вот. Все классно, круто. На этом этапе уже вышли в топ-16, это как бы, значит, прогресс имеется. На следующем, соответственно, топ-8, топ-4, топ-2 и в Сочи надо победить. Так что все идет по плану. Всем спасибо, что смотрите, спасибо, что болеете. Мы стараемся, будем дальше кататься, кайфовать и пытаться показать результат. Я считаю, что мы красавцы, вы красавцы, что смотрите и поддерживаете нас. Всем спасибо. Дальше больше.
развивался, был самым пиздатым человеком на свете и с первого раза задул нахуй эту всю хуйню. Задавай, с днем рождения! Вытаскивай. Спасибо. Все нормально, сейчас снимаю. Ебать, ты красивый. Вкусно? Спасибо, что без коржей, блядь. Это за пацанов. Это заначка. Поднимают этот бокал. Хоть ты торт нормально поел.